Здравствуйте! Сегодня мы устанавливаем самый популярный из бесплатных генераторов изображений Stable Diffusion Web UI на локальную Windows-систему. Сам редактор загружается тем или иным способом, но только с GitHub. Поэтому нам для запуска может потребоваться развертывание клиента GitHub на Windows. И уже совершенно точно нам потребуется установленный Python версии 3.10.6. Притом именно этой версии для совместимости библиотек. При необходимости Git можно скачать с git-scm.com. Аналогично. Искомую версию Python устанавливаем с Python.org. Где заходим в раздел «Загрузки для Windows». Находим требуемую версию. В нашем случае это версия для 64-битных систем. Загружаем. И устанавливаем. При установке важно поставить галочку в checkbox Add Python 3.10 to Path для того, чтобы путь к экзешнику Python был добавлен в переменное окружение. Если у вас уже установлен и используется Python другой версии, то, скорее всего, стоит завести отдельную переменную среды, где можно менять путь к экзешнику. Далее. Переходя к основной части, получим файлы Stable Diffusion Web UI. Обычно и в основном это можно сделать тут. github.com/automatic1111/stable-diffusion-webui. Но поскольку я ограничен технологиями моего системного блока, то возьму немного другой бранч того же самого. github.com/lysville/stable-diffusion-webui-forge. Это рекомендовано тем, у кого 8 и менее гигабайт графической памяти. Фактически до 4 гигабайт. Находим надпись. Click here to download once-click package CUDA 11.1 plus PyTorch 2.3.1. И смело ее кликаем. Скачиваем содержимое на свой компьютер. Ниже в окне показан вид того, что ждет нас после распаковки полученного архива. Это 2 папки и 3 батника. Полученный архив размещаем, где предполагаем держать файлы приложения, и распаковываем. Это займет какое-то время, вес самого архива около 2 гигабайт. После распаковки сам архив можно удалить. Далее. Последнее подготовительное действие. Необходимо скачать любую модель в формате .safe tensors, например, популярную Dreamshaper или любую другую, с официального портала
civitai.com. После скачивания ее необходимо сохранить, если ориентироваться на папку установки, то есть по относительному пути, по адресу WebUI Models Stable Diffusion. Без этого работать не будет. После всех установок и скачиваний у нас в корне папки установки приложения образовалось 3 файла. Update.bat, который можно использовать для проверки свежих обновлений, но у нас и так самая свежая версия. Environment.bat. При нашей начальной установке единственное окружение, которое нас интересовало, был .exe файл Python, о котором мы проследили, чтобы был он учтен наилучшим образом. А также есть файл run.bat, который нам и потребуется для запуска приложения. Использовать его надо с правами текущего пользователя. Никаких прав администратора не надо. После запуска приложение само откроет браузер с пользовательским интерфейсом. В интерфейсе много вкладок и настроек. В частности, тут мы сразу находимся на вкладке «Текст файл». Важным тут являются поля для основного промпта, где фактически мы перечисляем, что именно и какое именно мы хотим видеть в качестве результата изображения, и поле для негативного промпта, чего, на наш взгляд, в результате появиться не должно. Ниже, помимо прочего, можно настроить такие показатели, как сэмплирование и размеры изображения. Для примера я оставлю все как есть и по промптам отправлю приложение генерировать кошку возле книжного стеллажа, нажав кнопку Generate. Кстати, под ней в выпадающем списке можно выбрать стиль конечного изображения. Генерация показана без ускорения. А вместо видеокарты тут RTX 1650. Ура, ура! Кошка сгенерирована, а результат сохраняется по адресу WebUI Outputs. Технология освоена, и в резюме можно честно добавить пункт. Также мы помним, что в написании английских промптов всегда может помочь какая-то LLM, DeepSeek, Grok и прочее. Теперь разберемся с тем, зачем в начале видео упоминался гид, если он в принципе не нужен. На самом деле это альтернативный способ загрузки. Если вспомнить первый из упоминавшихся бранчей, то его в командной строке можно было загрузить, установить и запустить следующим образом. Помимо этого, если преследуются цели автоматизации, скорее всего, Stable Diffusion будет установлена на каком-то сервере, где вообще вся установка пройдет именно таким способом.